Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Оценим, что вас ожидает, каковым будет месяц и какие сюрпризы он вам преподнесет. Поэтому настраивайтесь, подумайте о своих планах, а мы проанализируем, удастся ли вам их реализовать. Основные энергии. Работа. Финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Арканы перед вами хорошо видны, поэтому давайте смотреть, что же здесь по факту. Итак, основные энергии. Аркан башня. Аркан, который указывает или на кардинальные перемены, разрушение старого цикла, начало нового цикла жизни. Также у некоторых может указывать на вопросы, связанные с недвижимостью, будь то вопросы покупки, продажи, аренды, субаренды, ремонта, перепланировки, создания уюта. То есть вы можете заниматься этими нюансами, но мы все равно раскроем эту карту и посмотрим, о чем она говорит. У некоторых по рыцарю жезлов это может быть перемещение на новый объект, будь то жилая недвижимость или коммерческая недвижимость, ну и серии. По работе вас могут перевести в новый офис. Или если у вас свой бизнес, вы можете переехать на новую локацию. У тех, кто, скажем так, никуда не переезжает, то башня и рыцарь жезлов могут говорить о следующих моментах. Например, конкретно на этот месяц большую часть периода вы можете локационно находиться, в серии командировка и другое место жительства. Или вы уехали в отпуск и новое место жительства. Или это кардинальные перепланировки, связанные с вашим жилищем. То есть может отыграться и в таковом ключе. Понимаю, что у вас создадутся такие вопросы. Есть тут риск каких-либо там ДТП и так далее. Туз мечей – это не сама по себе карта, которая у нас указывает на ДТП или какие-то риски. Поэтому здесь насчет этого не переживайте. Работа. По работе ложится пятерка монет. Аркан, который говорит о кардинальных переменах. В лучшем случае для кого-то это может быть период отпуска, отдыха, или может быть больничного листа. В худшем это либо отсутствие работы, то есть не можете найти, или по ситуации, когда вы понимаете, что все, пришло время увольняться, искать для себя что-то перспективное и продуктивное. Мы с вами раскроем и оценим, что же здесь по факту. Итак, для тех, кто сейчас не работает и работать не может, здесь ложится аркан Луна. Это переживание и страхи, что, возможно, ваши таланты или ваш потенциал никому не нужны или не видны. Здесь в какой-то степени блок стоит, нежелание выйти за зону комфорта. А именно, то есть вы мыслите шаблонно, стандартно, то есть вы для себя не видите перспектив работать на самих себя, а только рассматриваете перспективу по найму. Хотя сами можете в частном порядке предоставлять какие-то услуги или продавать какие-то товары, может быть, консультировать дистанционно, вне зависимости от вашего возраста, от вашей религии, каких-либо убеждений. Вы можете вести свой блог, YouTube-канал на любые темы, будь то кулинария, или вы автослесарь, или вы, может, занимаетесь репетиторством с детьми, показывать какие-то новые основы в плане образования. То есть здесь самое главное понять, как вы можете монетизировать ваше знание, конечно же, прикладывать к этому усилия. Если оценивать в целом, то в рамках этого месяца здесь нет нового источника дохода или перспектив его найти. Для тех, кто является соискателем. Четверка чаш, как я вам говорила, видите, она дублирует пятерку монет. Ситуация разочарования, потому что ваши поиски, они здесь как не увенчались успехом. То, что вам будут предлагать на рынке труда, не будет соответствовать вашим запросам. И как следствие, это сидеть не то чтобы ждать у моря погоды, а искать дальше. Для тех, кто у нас наемный сотрудник. Пятерка монет и рыцарь мечей. Зачастую это какие-либо конфликтные ситуации на работе или в целом предвзятое отношение к вам со стороны коллег или, может быть, руководителя. И, как следствие, нездоровая обстановка вас вынудит искать для себя более комфортное и перспективное место. То есть где вам и будет, знаете, как... Не просто, знаете, удобно взаимодействовать с вашими коллегами, а где вы можете получать рост профессиональный, личностный, и сможете для себя выработать какую-то стратегию, потому что пятерка монет и рыцарь мечей, вы еще понимаете, осознаете, что в рамках этой организации вам некуда расти, ни в плане финансов, ни по карьерной лестнице, то есть ничего. И здесь уже как рассматривать для себя вариант поиска новых перспектив. Если же вы владеете собственным делом,
Десятка жезлов. Это ситуация тяжести. Тяжести в каком ключе? Для некоторых это могут быть проблемы с поиском аренды нового места, новой локации. Ну, к примеру, арендодатель говорит о том, что вот, завершаются условия вашего договора, вашего контракта, и вы, например, должны съехать. И вы будете искать для себя новую локацию. Еще здесь может быть ситуация, когда вы понимаете, что бизнес уже для вас не рентабелен, конкретно эта ниша, эта сфера, и можете оценивать все за и против с целью его продажи и вливания в новое дело, в новый какой-то проект. То есть это у вас будет стоять на повестке дня. Если это связано каким-либо образом с аспектами недвижимости, то есть, допустим, вы строите какой-то объект, то в рамках этого месяца будет крайне сложно или выстраивать хорошие взаимоотношения с подрядчиками или с теми, кто вам поставляет какие-то там товары для строительства, потому что эти арканы указывают на крушение каких-то начинаний. Ну, может быть, сделали недобросовестно, нужно будет переделывать. То есть все в этом ключе. Финансовая составляющая, карта Маг. Несмотря на все это, деньги есть. Вопрос только в том, что, конечно, как любой нормальный человек, вы хотите зарабатывать больше и на постоянной основе. И Маг — это искать для себя лазейки. Это вопросы обучения финансовой грамотности, чтобы не только уметь сопоставить доходы с расходами. Это, помимо всего прочего, карта, которая говорит о вашей стратегии, о том, как вы будете продумывать, из чего вы будете вычленять новые ресурсы. Все равно вы будете искать. Ну, дорогу осилит идущий, вы должны это понимать. Не опускайте руки, если что-то не клеится или не получается. Для вас таковым образом могут еще звучать отголоски коридора затмений, который у нас завершится 2 октября. Поэтому данный месяц еще может штормить, но потом ситуация наладится. Вопросы состояния здоровья. Итак, здесь ложится аркан императрица. Прекрасная карта в плане омоложения, регенерации, каких-либо оздоровительных процедур, как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин может быть еще аспект перепроверки гормонального фона, эндокринной системы. Для девушек и женщин это все, что связано у нас и с циклом, и с вопросами зачатия и деторождения. О чем говорит здесь башня? Если на текущем этапе вы находитесь в положении, соблюдайте все рекомендации врача, дабы, так сказать, не навредить самим себе. Вопросы личной жизни. А вот здесь у нас аркан повешенный. Какая-то зависшая ситуация. Будем ее раскрывать и оценивать, о чем здесь конкретно идет речь и в каком ключе для вас прозвучит данный аркан. Для тех, кто на данном этапе у нас свободен. У вас по аркану император. Для девушек и женщин это может идти знакомство с мужчиной, но суть в том, что вы будете ощущать по отношению к себе какие-то вот абьюзивные нотки. И, как следствие, тихо-мягко сольете этого товарища, потому что будете понимать или осознавать, что спасибо, мне такого не нужно. Для мужчин по пажу чаш здесь может быть как ваш интерес к кому-либо, эмоциональная привязанность, но карта сила и 2 чаш — это вместе с тем понимание или осознание, что вами в этих отношениях манипулируют. Поэтому повешенный — это больше, наверное, как рекомендация. Не залипать на новое партнерство, пока вы, насколько это возможно, не узнаете человека, чтобы впоследствии от этого не страдали. Для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Что здесь? 9 монет. Повешенная 9 монет — это осознание своей значимости, ценности и тот аспект, когда вы понимаете, что все, хватит приносить себя в жертву или хватит вам формата зависших отношений, которые не имеют развития, которые не несут вам новых возможностей. То есть вы не растете здесь личностно. То есть отношения, которые по сути угнетают или тормозят вас. Причем развитие в плане карьеры, финансов, каких-то личностных качеств, потому что любые отношения – это ресурс. А в этих отношениях вы деградируете. И здесь будет акцент на то, что пришло время выбирать себя, не подстраиваться под кого-либо. Если вы в стабильных союзах, здесь повешенный и 2 жезлов – это попытки выйти из состояния застоя, может быть, жертвы, идти на компромисс, дать, не могу назвать свободу выбора, но тем не менее просто выбор вашему партнеру или партнерше в решении каких-либо вопросов. То есть не действовать по принципу «мы подумали, и я решила». Да? Нет, такого быть не должно. То есть учитывайте мнение ваших вторых половин, дабы найти общие точки соприкосновения. Совет от карт. Здесь ложится королева монет. По этой карте это
помощь со стороны женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Это ее советы, рекомендации, может быть помощь и финансовая, то есть в качестве совета это как принимать ее содействие по вашим вопросам. А в целом, если мы будем оценивать как характеристику ситуации, то это акцент на приумножение вашего благосостояния, на ситуацию, когда вы грамотно распоряжаетесь вашими ресурсами и когда вы инвестируете в себя, в свой быт, в свое жилище, в свою семью. То есть создаете для себя такой вот ореол «Жизнь полная чаша». Смотрим с вами неожиданность этого месяца. Что будет здесь? Змея, медведь, карта мыши. И здесь аркан мужчина, ну или джентльмен. Он в этой колоде в двух ипостасях идет. И здесь это больше акцент на официальное лицо. То есть работника госструктур. В данном случае арканы указывают на противостояние на работе, потому что змея, медведь, мыши – это как властный конкурент. Зачастую это лица вышестоящие вас, то есть может быть руководитель. И еще такой момент. Может быть какая-то ситуация обмана от вышестоящего человека в госструктурах. В особенности, если это связано с какими-либо крупными тратами, ну не знаю, когда вас дополнительно просят оплатить какие-то услуги, которые, допустим, вы не должны оплачивать. Мне сейчас сложно связать для каждого из вас, как это может отозваться в вашем случае, в вашем контексте, но в любом моменте эта триада говорит о превышении полномочий кем-либо по отношению к вам, о вопросах кражи, причем эта кража не обязательно может быть денег, ну, интеллектуальный труд, какие-то ваши наработки. Нюанс заключается в том, предупрежден, значит вооружен. Услышав эту информацию, вы можете быть начеку и себя в чем-то предостеречь, чтобы этого избежать. Плюс, помимо всего прочего, поскольку на змея, медведь часто указывает на женщин нашего рода, зачастую это может быть бабушка или тетя, в связке с картой мыши здесь частично, увы, но может присутствовать по отношению к вам зависть со стороны этих женщин. Я понимаю, что как бы это родственники и как так, но иногда, к сожалению, бывает и такое в родственных связях. Поэтому здесь в этом случае аркан мужчины может указывать на дистанцирование в плане общения с этими людьми. Не значит, что вы ставите жирную точку или прекращаете общаться. Нет, это просто, знаете, может быть, не рассказывать о каких-то важных или главных событиях в вашей жизни конкретным лицам. Я со своей точки зрения закрываю для вас этот месяц только в положительном аспекте, в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту отозвалась для вас информация, как она отыгралась, какие перемены у вас произошли. Если же для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь, услышимся на следующей неделе.